Всем привет, меня зовут Веруша, год только начался, и сегодня я буду говорить, какие изменения нас ждут в семейных делах в 2025 году. Какие нововведения будут, и одно из них довольно спорное. Также скажу, что ждет мир в 2025 году, какие будут открытия. Ну, например, китайская компания разрабатывает интерфейс считывания мыслей человека. Тема демографии стала очень важной темой завершающего 2024 года, года семьи. И по данным Росстата, за 6 месяцев 2024 года на свет появилось на 16 600 детей меньше, чем это было обычно. Чтобы остановить эту тенденцию и стимулировать россиян на рождение детей, разрабатываются как раз разные меры поддержки. Ну и по опросу 84%, это очень большой процент, россиян считают, что нужно сохранять семейные традиционные ценности, также сохранять культуру материнства и отцовства. Вот с отцовством особенно есть проблемы. Ну и поддержка многодетных семей. 2024 год был годом семьи, как вы все знаете, но 2025 год продолжит эту эстафету, и разработан нацпроект «Семья». Как обещает, он охватит большой круг вопросов и предусматривает широкий круг взаимодействия. Первое такое нововведение, которое вызвало немало споров в обществе, кто-то согласен с этим, кто-то нет. С 1 января 2025 года вступает в силу изменения, касающиеся алиментов. Родители теперь должны содержать своего ребенка до 23 лет. Здесь надо отметить, что если ребенок учится на дневной форме обучения. Исключением здесь является, если ребенок переходит на заочное или отчисляется вообще. Цель закона — поддержать молодых людей, пока они получают образование. В этом есть плюс, но также минус, конечно, что здесь может быть очень проявлен иждивенческие ожидания у молодежи. Но здесь надо сказать, что возраст взросления молодежи, он действительно отодвинулся. Прошлые поколения могли и семью создавать, и уже как-то содержать сами свою семью, то есть как бы и родителям еще помогать, да, то есть здесь, конечно, изменения налицо общего такого культурного направления. Еще такое очень важное нововведение, о котором я говорила в том году, это создание злостных таких в реестре неплательщиков. Станет он доступен для общего обозрения. Здесь, конечно, это направляется больше к мужчинам в большинстве своем, и разработан он для того, чтобы повысить ответственность за алименты и снизить отсутствие выплат, долги по алиментам. Ну вот живой такой комментарий. Мужчина написал: какой смысл платить эти алименты, если ты ребенка своего с рождения не видишь, он тебе не принадлежит. И, в общем-то, мужчина спокойно передвигается, куда ему нужно, никто его там не ищет. Ну, в общем, никаких проблем в жизни от этого он не испытывает. Здесь, конечно, на него накинулись сразу и сказали: ах ты негодяй какой, как ты так можешь, что твой ребенок. Ну, надо будет посмотреть, как это будет выглядеть в 2025 году. Значит, какие будут санкции наложены на неплательщиков алиментов? Это штраф 20 тысяч, обязательные работы до 150 часов или лишение свободы до года. Это нерадостный закон для мужчин и не совсем справедливый, если смотреть с точки зрения того, что действительно ребенок мужчине может вообще не принадлежать. То есть все-таки больше бы хотелось расширить мужские права, а они только все сужаются. Минимальная оплата труда, вот этот МРОТ, вырастет с 19 242 до 22 с чем-то тысяч. Это
В Москве минимальная зарплата вырастет до 33 тысяч, что не может и не быть улучшением для возможностей россиян. Вот так вот написано было в статье. Ну, кажется очень небольшим по сравнению с тем, в какой прогрессии вырастают цены. В 2025 году будет совершенствование семейной ипотеки для 2 и более детей, повышение пособия по беременности и родам до уровня минимальной зарплаты труда. Раньше это были выплаты из размера стипендии. Но разные семьи пишут вообще по-разному. Кто-то не получает от государства поддержки, там вплоть до какого-то новогоднего подарка просто так. Вот там я читала маму с 3 детьми, сын старший, ему 22 года. Ну, как-то так было написано, да. Может быть, немножко преувеличено, а может быть и нет. Но я также знаю там семьи, которые на мат-капитал приобрели дачу или какую-то там, ну, что-то там такое. Вот, поэтому вот как-то случаи разные получаются у разных семей по возможностям, да, вот эти вот поддержки. В цифрах единое пособие на одного ребенка увеличится до 17 тысяч, а декрет до 794 тысяч рублей. Но здесь, конечно, есть некоторые ограничения. Корпоративный мат-капитал хотят усовершенствовать. То есть сейчас некоторые компании оплачивают сотруднику при рождении ребенка вот этот семейный капитал, но он пока облагается налогом. 630 тысяч заплатит по рождении первого ребенка, если ребенок родился после 2020 года или был усыновлен. При появлении второго выплата будет 2000 с чем-то. Ну, на этом мой обзор по нововведениям в 2025 году заканчивается. И здесь я бы хотела перейти быстренько к тому, что ждет весь мир в 2025 году. Я люблю читать о том, что разрабатывается. Возможно, вам будет тоже интересно. Но уже долгое время я слышала о том, что разрабатывается вакцина от рака в России, и вроде бы как в 2025 году она должна быть уже применена. Будет она индивидуальная и будет помогать бороться с этими раковыми клетками, конкретно каждому человеку, я так поняла, как-то по-разному, да, подстраиваться. То есть это будет такое персонализированное лекарство. Китайская компания разработает интерфейс мозг-компьютер, который будет считывать мысли людей в течение 60 секунд. Может быть, вы заметили, когда вы только о чем-то подумали, то тут уже всплывает вам реклама. Вот вроде бы это удивительно и невозможно, а оказывается, уже и до этого дошли. В 2025 году смогут ученые останавливать развитие диабета. В общем-то, все. На этом все новости. Всем спасибо большое за внимание. Скажите, пожалуйста, как вам нравится этот формат, не нравится. Прощаюсь с вами и увидимся через неделю. До новых встреч. Пока.